Казалось бы, что создатели «Эйфории» показали и рассказали нам все, что хотели на протяжении 2 сезонов. Мы видели кризис эксперимента и попытки самоидентификации школьников, и 2 сезон вроде как, очень логично завершился. Но нет. Вышел 3-й, уже 3 серии этого сезона в доступе, и тут на самом деле непонятно, сколько времени прошло, может быть, пару лет, может быть, лет 5, но эти герои уже примерили на себя социальные роли и пытаются им соответствовать. О том, как изменился их облик, что внесла новая художница по костюмам, да и как предыдущие образы влияли на модные тренды, обсудим сегодня. Меня зовут Елена Гонза, я рассказываю о кино и костюмах в кино. Сегодня говорим о сериале, который я не видела ранее, но специально для этого эпизода потратила на него все вечера предыдущей недели. Зендею, Джейкоба Элорди и Сидни Суини я узнала благодаря другим их работам. И когда руки наконец дошли до того, чтобы включить «Эйфорию», я поняла, почему они не дошли до нее ранее. Тема мне, мягко говоря, не близка. Персонажи тоже не вызывают очень теплых чувств. И, правда, самый приятный парень из всей этой компании – это наркоторговец Феско. И в конечном итоге я понимаю Алексея, ей просто некуда деться, у нее нет альтернативы в общении с парнями. Но художнице по костюмам первых 2 сезонов Хади Бивенс хотелось просто аплодировать стоя. Она настолько по-новому подошла к разработке гардеробов каждого из персонажей, они настолько уникальны, что вот от этого я оторваться не могла. Да и работа художницы по гриму Даниэлы Деви не менее ошеломительна. Она работает над сериалом на протяжении 3 сезонов, и с каждой из художниц по костюмам они создают прям отличнейший тандем. Дэви сама по себе барышня очень экстравагантная и довольно часто любит экспериментировать с макияжем. Она рассказывала, что может на улицу выйти с теми же блестками под глазами, там наклеить какие-то звездочки, и иногда люди могут даже подойти и спросить, у нее на лице татуировка или она нарисовала это. Она отошла от тренда реалистичности, который очень поддерживается обычно другими художниками по костюмам, да и создателями фильмов. И неудивительно, что ее бренд косметики Health Magic стал настолько популярным среди молодежи, что трудно было предсказать. Тем более, что ни одна из звездочек «Эйфории» его не рекламировала. Кстати, вот что художница по костюмам, я имею в виду Бивенс, что художница по гриму Бэви рассказывали практически идентичную историю в своих интервью. А именно, каждая из них еще в начале разработки сериала подходила к Сэму Левинсону, создателю «Эйфории», и говорила, я могу, конечно, сделать более реалистичную историю, подобрать здесь то, что нужно каждому персонажу, но могу здесь и разгулять фантазию, потому что есть где. На что каждый из них, он отвечал, давай, включай фантазию, мне плевать на реалистичность. Так что именно благодаря свободе видения Левинсона мы сегодня и обсуждаем этот сериал. В общем, ладно, начинаю рассказывать уже о персонажах, потому что в какой-то момент понимаю, что надо будет это делать сжато. И первый персонаж, естественно, главный, вокруг которого все и крутится, еще она является рассказчицей и доносит до нас периодически какие-то сплетни, это Ру Беннет, которую играет Зендея. Этот персонаж с первого кадра борется с зависимостью, иногда совсем не борется, пытаясь просто как-то расслабить свой мозг. И, естественно, она не следит за своим гардеробом, как может показаться на первый взгляд. Как говорит одна из ее подруг, ты одеваешься как Сет Роган, и она по факту одевается так, как ей удобно. Плюс она давно уже определилась, что ей нравятся девушки, и она тем самым не пытается как-то подчеркнуть свою женскую идентичность и нравится парням, как пытаются это делать другие ее подруги. В первом сезоне мы видели, как Ру постоянно ходила в худи бордового цвета оверсайз. Это худи ее отца, которого не стало и по которому она безумно скучает. Это для нее такая броня, защита, детское одеяло, которое она снимает крайне редко. А она под это худи очень часто надевает какие-то футболки, и на протяжении последующих сезонов мы на самом деле заметим, что это не простые какие-то футболки. Это могут быть либо винтажные вещи, либо
была футболка, которая подчеркивает какое-то ее состояние. Начиная от футболки с этими разводами зеленых оттенков, которая как раз указывает на то, что девушке хочется ощутить это собственным телом, и заканчивая во время важного разговора футболкой с изображением Малкома Икса на ней. Неотъемлемой частью ДНК гардероба Ру является ее обувь, а именно черные высокие конверсы. Мне кажется, я не помню кадра, чтоб Ру была в какой-то другой обуви. Даже уже в 3-м сезоне, когда все другие переоделись, усовершенствовались, как-то поменялись, Ру до сих пор таскает эти высокие черные конверсы, а она в них даже приходит на свадьбу. От себя скажу, что для меня конверсы – это своего рода зависимость, потому что я сама в теплое время года практически постоянно их ношу. Так что если увидим, что Ру в этом сезоне сняла свои черные кеды, можем это считать интерпретацией того, что видим свет в конце туннеля, и, возможно, борьба с зависимостью действительно началась. Но я бы на это не рассчитывала. С другой стороны, были у Ру несколько таких фэшн-моментов, на которые все-таки нужно обратить внимание. Первый – это, по-моему, еще в 1-м сезоне, когда была вечеринка Хэллоуин, и она появилась в наряде, который являлся прямой отсылкой к фильму «Марокко», в котором играла Марлен Дитрих. Она появлялась в этом фильме в смокинге, и позже Ив Сен-Лоран говорил, что именно она вдохновила его на разработку женского смокинга. Ру тем самым подчеркивала свою идентичность, свою любовь к Джулс и, по-моему, абсолютно комфортно себя чувствовала, не пытаясь придать какой-то сексуальный облик, как снова-таки делали другие девушки. А когда уже начался 2-й сезон, тогда Биванс вообще решила отказаться от попыток девочкам подыскивать реалистичный гардероб. Ведь, мы же знаем пример Эмили в Париже, никого не смущает, что на ней может быть Диор, Шанель, откуда она их взяла, за какие деньги. Вопрос возникает, но он и уходит, потому что, все же красиво. Также и здесь Ру на очередной вечеринке появляется в винтажных брюках от Роберто Кавалли, в жилете от Жан-Поля Готье, также винтажном, который она просто надевает на футболку, и все смотрится довольно органично и красиво. С чего у Ру вдруг такие предпосылки носить Готье с Кавалли? Бог с ним, как-то они появились. В повседневной же жизни Ру продолжает носить свой оверсайз, какие-то темные оттенки. Ко 2-му сезону они становятся еще темнее. Это должно подчеркнуть тот кризис, в котором она находится, ту невозможность контролировать собственное тело, собственные эмоции и чувства. Но, с другой стороны, мы же все-таки видим Зендею. Мы видим ту сильную девушку, чьи выходы, чьи фотографии ждем каждый раз в соцсетях во время очередного пресс-тура. И она все равно выглядит стильно, она выглядит как, Курт Кобейн, который, кстати, являлся одним из референсов к ее персонажу. Она, может быть, даже выглядит как молодой Лени Кравиц. Она носит эти винтажные футболки потрясающие. Она отлично выглядит в этих кедах и мешковатых штанах. Забыла про еще один образ Зендеи в этом фильме, весьма модный. Это же ее темно-бордовый костюм. Она в этом костюме отправляется домой к своей так называемой, новой работодательнице, назовем ее так, где она берет чемодан с товаром на $10 000. Наверняка вы помните ту самую картинку, когда Зендея едет на велосипеде и одной рукой держит ручку чемодана. Это же та самая цветовая палитра, что из худи. Но здесь этот костюм подчеркивает, что она наконец-то хочет взять под контроль свою зависимость, хочет взять под контроль свою жизнь. И это, кстати, единственный вопрос, который оставался у меня после окончания 2-го сезона. Как же решится вопрос с деньгами, которые нужно отдавать этой новой работодательнице? И в 3-м сезоне мы снова видим Ру, одетую, пардон, как черта.
Не знаю, что мною руководило сказать, что у Ру кеды черные, если они темно-синие, и я знаю, что они темно-синие, я не знаю. Но если вы заметили эту оплошность, да, они темно-синие. В свежих интервью, когда обсуждается гардероб третьего сезона «Эйфории» с новой художницей по костюмам Наташей Ньюман-Томас, последняя говорит о том, что гардероб Ру сейчас будет выглядеть, как будто она эти все вещи где-то украла или стянула. Ну, правда, она выглядит как сорока, которая натянула к себе в гнездо все, что могла. И единственное, что здесь остается, повторюсь, это ее черные высокие конверсы. И, кажется, ей вообще абсолютно плевать, как она выглядит, тем более, когда она находит место работы, в котором, ну, в принципе, себя чувствует как рыба в воде. Даже в эпизоде той самой культовой свадьбы, которую так сильно все рекламировали, и когда описывали, от кого, где и как создавался тот или иной наряд для других героев, вообще нет ничего, что касалось бы костюма Зендеи. Она снова приходит в брючном костюме, скорее всего, мужском, скорее всего, стянутом у какого-то знакомого, и при этом чувствует себя абсолютно комфортно. Тем более ей до конца и не надо оставаться, у нее там какие-то свои дела. Кстати, забыла упомянуть, что Ру появится в третьем сезоне в куртке от Levi's, которую фирма специально для нее разработала. Мало того, они сделали несколько реплик из-за событий, которые будут происходить в фильме. В принципе, Ньюман Томас, новая художница по костюмам, рассказывала, что здесь будет много винтажных вещей от Cavalli, Prada, Saint-Laurent, Dior и тому подобное. Но за этим мы уже будем следить в сериях, которые ожидаем. Ну, по крайней мере, я теперь ожидаю. Дьяволом в деталях во внешнем облике Ру, помимо ее конверсов, я бы назвала ее макияж. По прошествию сюжета он исчез, но когда мы видели ее в первом сезоне, она была очень уязвима, потому что она влюбилась. Они с Джулс начали встречаться, начали дружить, и Ру пыталась показать лучшую версию себя. Она действительно хотела перестать употреблять вредные вещества. Она даже пыталась сменить, ну не сменить, но, по крайней мере, примерить гардероб, который ей Джулс предлагала. И, возможно, как раз с подачи Джулс она решила попробовать краситься. И ее блестки на лице очень хорошо передавали ее уязвимость. Они показывали ее слезы. Они подчеркивали то, что она не пускала во внешний мир. И по прошествию дальше сюжета фильма мы видели, что у нее тушь начинает растекаться, подводка начинает растекаться. В те моменты, когда она уже переставала контролировать себя, ее макияж становился грязным. Она даже не следила за собой, даже не смотрела в зеркало, скорее всего. Как мы видим в третьем сезоне, да, этого макияжа уже нет, он ей уже не нужен, но, тем не менее, вот эти вкрапления Бэйви, эта работа над этим персонажем в плане грима была, как мне кажется, очень значима. Мне кажется, в плане макияжа пальму первенства, по крайней мере, на протяжении первых 2 сезонов, у себя в кармане держала Хантер Шафер, которая играла Джулс. Это не просто был вариант самовыражения. Она рисовала эмоции у себя на лице, делала это довольно часто, и при этом даже с вкраплениями символизма. Особенно во 2 сезоне. Там у нее вообще начались и стрелки по 3 штуки, такие маленькие стрелочки, когда что-то было непонятное во взаимоотношениях троих, еще и парня, помимо Ру. Также она тогда использовала и цветовую палитру, тоже как символизм некоторый. Но, возвращаясь к 1 сезону, стоит отметить, что она была тем самым очень ярким и своеобразным, креативным эльфом, который, возможно, удерживал на себя внимание как минимум на 50%. Джулс – трансгендерная девушка, и я надеюсь, что я правильно употребляю терминологию. Если нет, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Она получила в детстве такие весомые психотравмы, которых не пожелаешь никому.
И поэтому ей теперь первостепенно получить одобрение и в плане своего поведения, и в плане своей женственности, и, конечно же, огромное желание быть любимой и признанной. Она очень творческая, и это творчество, это желание проявляться и показывать себя очень хорошо видно через одежду и через тот же макияж. В первом сезоне она, как уже много кто говорил, очень похожа на Сейлор Мун. Она носит очень много таких телесных цветов, у нее много розового, голубого, немножко фиолетового, ну, то есть такая хорошая, красивая пастельная палитра. Она часто надевает сетку, у нее присутствует какой-то принт в виде там цветочков, чего-то подобного. Она носит много легких тканей и мини-юбки. Тем самым она, ну, правда, как волшебный эльф, пытается показать свою легкость, свою феминную сторону, тем самым вроде как заслуживая одобрения и принятия со стороны мужчин. У Джулс говорящий не только гардероб и не только макияж, даже прическа. Изначально мы ее видим с длинными волосами, которые окрашены в розовый цвет. Ну, точно кончики там розовые, возможно, еще несколько прядей, не помню. Но к концу сериала у нее как раз появляются черные пряди. У нее идет эта трансформация, которую мы буквально считываем в каждом ее наряде. И уже видя ее во втором сезоне, мы видим, что она сменила прическу, она обрезала свои волосы, и как будто она освободилась как в плане волос, так и в плане гардероба, потому что теперь, хоть у нее и продолжают фактуры быть подобного плана, какие были в первом сезоне, у нее сетка, у нее какие-то вещи очень тонкие, но здесь уже появляются и мешковатые штаны, здесь уже и появляются какие-то кофты оверсайз. Она действительно больше не привязана к тому, чтобы быть красивой для мужчин. Она ищет то место, те переживания, в которых она будет чувствовать себя комфортно. В первую очередь она сама. К третьему сезону эта девушка уже выросла, она пошла учиться в художку, и вроде как все хорошо получалось, но оказалось, что есть возможность зарабатывать гораздо больше и гораздо более легким путем. Конечно, линия развития ее персонажа довольно предсказуема, особенно после сцены, когда ее новый любовник играет с ней, обматывая пищевой пленкой. Не хочется, чтобы происходило то, что вроде как уже подсказывает, что произойдет. Тем не менее, здесь мы ее уже видим как содержанку в ее новой квартире в очень шикарных нарядах. Она здесь степенна, у нее здесь новые длинные волосы, уже не такой кричащий макияж. Но она теперь носит кимоно, у нее теперь открытая вот часть декольте, она носит, ну, одежду с такой открытой корсетной частью верхней. И если говорить прям вот про каких-то пару культовых образов, то я назвала бы, во-первых, ее костюм на Хэллоуин в первом сезоне, где она изображала Джульетту из фильма «Ромео плюс Джульетта» База Лурмана. Такой себе шлюховатый, простите, ангел, который очень хочет быть невинным и чувствует себя невинным, хотя ангел уже очень много чего повидал. А здесь же, в третьем сезоне, конечно, ее появление на свадьбе, где ее никто особо и не ждал, в платье, которое не особо соответствует такому событию. Это наряд от фирмы Acne Studio 2023 года. Просто затмевает все другие наряды. Ну, возможно, находится на одном уровне с платьем невесты. Тем не менее, если говорить про дьявола, который кроется в деталях, мне кажется, что он появился во втором сезоне в гардеробе Джулс, а именно в ее чокерах.
Ну, во-первых, актриса сама помогала в разработке гардероба, и, например, чокер, в котором она появляется на вечеринке, кажется, посвященной Новому году, она делала сама. И, в принципе, мне кажется, что здесь очень важна отсылка не только к тому, что это красивый элемент, который исторически давным-давно уже вошел в обиход и как украшением был для женщины, но был еще такой аспект, что некоторые представители аристократии гораздо чаще начали носить чокеры после революции во Франции, когда у некоторых из них был, ну, что ли, рубец, да, покраснение какое-то, которое могла оставлять веревка. Ну, они вроде как были как жертвами насилия, да, они избежали смерти, но вот этот момент нужно было прикрыть. И такое чувство, что несмотря на то, что Джулс ходит к терапевту, она залечивает свои травмы, она залечивает свои раны. Тем не менее, эта часть является не просто красивым аксессуаром, а аксессуаром, который пытается скрыть что-то, что она, ну, не готова показывать, не готова переживать и скорее готова забыть и прикрыть это чем-то. Ну, у меня здесь, конечно, есть несколько фавориток, насколько они могут быть фаворитками, и героиня Джулс среди них. Мне очень нравится ее гардероб, который сложился на протяжении уже нового сезона, и учитывая, что она поймала свадебный букет на свадьбе, хотя свадьба, конечно, такая себе получилась по итогу, не очень радостная, тем не менее будем смотреть, принесет он ей счастье или нет. В любом случае, мне очень интересно, в каких еще нарядах появится эта героиня. К сожалению, к третьему сезону не присоединилось несколько актеров. Двое из них умерли, и я об этом скажу немножко позже, а по своей инициативе не присоединилась Барби Феррера, которая играла Кэт Эрнандес. Это была одна из самых интересных героинь в начале сериала. Это была девушка, которая стеснялась своего внешнего вида из-за полноты, но при этом она была звездой интернета и была довольно популярным автором. И в какой-то момент она решила попробовать поэкспериментировать со своей сексуальностью, быть более открытой и, в конце концов, начала одеваться как доминатрикс. Она перестала стесняться каких-то складочек на собственном теле, наоборот, она решила их подчеркнуть, надевая очень прозрачную одежду, какую-то сетку, на нее надевая портупею и в таком виде, следуя по торговому центру и собирая взгляды мужчин. Она немножко изменилась ко второму сезону, когда начала встречаться с очень хорошим парнем, который ее любил, и в какой-то момент вот эта ее искра, ее самоидентичность такой вот хищной любовницы начала постепенно исчезать. Ей это не сильно нравилось, она решила бросить этого парня, ведь таким образом она начала терять себя, даже будучи любимой. Я не могу нащупать у этого персонажа какого-то дьявола, который кроется в деталях. Она очень откровенная сама с собой, она изучает собственные желания и потребности, и у нее все прекрасно, начиная от маски кошечки и заканчивая тем нарядом монашки, когда она не изображает монашку, она изображает персонажа, который изображает монашку. Она действительно очень честный и любящий себя персонаж. И мне очень жаль, что она покинула проект, потому что за развитием именно этой девушки, этого персонажа мне было очень интересно наблюдать, но, надеюсь, и без нее будет довольно весело. Героиня Алекса Деми Мэдди, наверное, самая любимая у большинства. Мне она тоже очень нравится, но, кроме того, у меня постоянно были флешбеки, когда я видела ее на экране, так как в университетские годы я училась с девушкой, очень похожей на нее по типажу. Она была такая же красивая, стильная, умная, и при этом
упаси Боже, стать ее врагом. Мне повезло, мы дружили. Глядя на Мэдди, возникает очень много разных отсылок в голове. Например, к Шерон Стоун, когда она играла в фильме «Казино», к молодой Дженнифер Лопес, к Селене, очень известной латиноамериканской певице, которая, к сожалению, погибла в очень раннем возрасте. Да, даже к звезде 70-х, о которой практически никто не помнит, к Эдвиж Фенек. Она знает, как выглядеть красиво, как выглядеть эффектно, и ее макияж – это ее броня. Ее стрелки становятся ее почерком, и в ранних сериях, в первом сезоне и в начале второго, мы видим, как она украшает свои глаза не только яркими стрелками, но еще и стразами, и даже в какой-то момент очень маленькой цепочкой. И я не представляю, как она двигала веками в этот момент, это же тяжело, но тем не менее она это использует так, как ей надо. Точно так же, как и одежда. Она знает, что она красивая, и она умеет себя преподнести. В первом сезоне мы видим ее в каком-то винтажном костюме от Шанель. Где она его взяла, непонятно, но эта девушка разбирается в брендах, разбирается во внешнем облике, и понятно, что будучи более взрослой, она не будет просто инфлюенсером, она будет той, кем, по сути, и стала, кем мы ее увидели в третьем сезоне, она становится менеджером этих инфлюенсеров. Проницательность и ум Мэдди в плане того, как себя подать, мы видим с первых серий. Когда она еще положила глаз на Нейта, уже было все понятно. Она уже знала все его многочисленные нравятся и не нравятся, и очень грамотно их придерживалась. Она хорошо миксовала какие-то бренды винтажные вместе с принтами, какими-то цветочками. Мы на ней даже видим в какой-то момент купальник с вишенками. Она знает, как себя подать. У нее есть уже этот стиль. Но он формируется и виден более отточенным и утонченным на протяжении всего сериала. Во втором сезоне, когда она дорывается до этого шкафа с винтажными вещами, здесь начинается абсолютный разгул ее фантазии. Она наконец-то получила, я не знаю, это сокровище пиратов, которое примеряет, работая няней в гардеробной мамы того мальчика, за которым она смотрит, и получает истинное удовольствие от того, что может примерить эти винтажные вещи. Хайди Бивен рассказывала, что когда они задумались над этим шкафом, она изначально хотела туда повесить какие-то новые модные бренды, но потом подумала, что будет же новая коллекция, потому новая и новая, поэтому она решила использовать винтаж. И этот винтаж очень классно подходит Мэдди. Здесь мы видим, как она примеряет Шанель, по-моему, 97-го или 95-го года. Тут мы видим ее в Холстоне, и, конечно же, когда она примеряет это вампирское платье от Мюглера, это квинтэссенция ее образа. Жаль, что она не его получает в подарок. Что же касается остальных ее элементов гардероба, то во втором сезоне помогал работать над ее образами Марк Джейкобс. Он, в частности, создал платье, в котором Мэдди появляется на своем дне рождения. Но, конечно, в гардеробе Мэдди есть и менее известные бренды, хотя не менее желанные. Например, в одном из эпизодов на вечеринке она появляется в коротком платье с откровенным вырезом в районе декольте. Это платье от тогда еще малоизвестной фирмы Acne, и на сайте оно стоило $185. Но когда вышла эта серия, продажи этого платья возросли на 900%. Но если кто-то не полюбил гардероб Мэдди в предыдущих 2 сезонах, третий сезон просто не оставляет выбора. Как предыдущая художница по костюмам, так и теперешняя говорят, что с Мэдди, то есть с Алексой Деми, работать одно удовольствие, потому что она принимает непосредственное участие в разработке
образа своего персонажа, вплоть до того, что когда ей предлагают какой-то образ, и она хватается за него и говорит: да-да-да, я появлюсь на экране в этом, она сама начинает созваниваться с художницей по гриму и узнает, будет ли время на макияж для того, чтобы действительно присутствовать в этом образе, а если нет, как подстроиться, чтобы получить этот образ. В третьем сезоне мы видим, что Мэдди не пошла учиться в колледж, а сразу устроилась на работу, которую хотела. Она теперь примеряет на себя роль ассистента, который работает с талантами. Она даже пытается быть менеджером инфлюенсеров, и у нее это довольно неплохо получается. Как человек, который работает в сфере моды на каких-то невысоких должностях, она получает не такую, чтобы сильно высокую зарплату, но имеет доступ к люксовой одежде. И, конечно, туфли от Джимми Чу мы на ней замечаем. Сама же художница по костюмам вспоминала, что у нее была когда-то аналогичная зарплата, когда ей заплатили за ее услуги винтажной обувью от Джона Гальяно. Довольно неплохой вариант. Как упоминала художница по костюмам, в гардеробе Мэдди мы увидим очень много еще интересных вещей. Например, бандажную блузку от Ив Сен-Лорана, какие-то винтажные вещи от Жан-Поля Готье и даже от Боба Маки наряд, который когда-то принадлежал Шер. Квинтэссенцией стиля Мэдди, а также дьяволом, который кроется в деталях, я бы назвала образ, в котором героиня появляется на свадьбе. Это открытое платье не только намекает на прекрасный вкус героини, но и цветом подмигивает тому факту, что девушка весьма мстительная змеючка. Она изначально должна была появиться в образе от Джона Гальяно, но, к сожалению, то винтажное платье не сильно хорошо смотрелось на камеру. Поэтому этот образ Алекса Деми разрабатывала вместе с Наташей Ньюман-Томас, новой художницей по костюмам этого сезона. И, можно сказать, что это платье авторства Ньюман-Томас. Оно потрясающе на ней выглядит, и, думаю, многие уже пытаются скопировать этот образ. Кейси, которую играет Сидни Свини, мне кажется, в новом сезоне уже превзошла саму себя. Впрочем, как и Сидни Свини последние несколько лет. Вы знаете эти все скандалы с ее политическим предпочтением, с ее джинсами, с ее линией нижнего белья. Об этом говорить, наверное, не стоит. По-моему, уже каждый обсудил это. Тем не менее, Кейси – это персонаж, который вызывает всегда очень яркие смешанные эмоции, но при этом меня постоянно смешит. Изначально Кейси не особо отличалась интеллектом, и даже в выборе одежды это всегда был персонаж, который точно ходит по торговым центрам и покупает одежду из новых коллекций. Она такое чувство, что вот с первого сезона ориентировалась на какие-то женские иконы стиля, типа Клаудии Шифер или Бриджит Бардо, и пыталась воплощать не только идеализацию этого феминного образа из прошлых лет, также и ориентируясь на своих подруг. Квинтэссенцию во втором сезоне мы видели, когда она положила глаз на Нейта и пыталась всячески примерять на себя разные образы и стили, только чтобы он посмотрел на нее. И когда она начала копировать уже Мэдди, здесь наконец-то сыграла ее подача, и она наконец получила этого парня. Дьявол в деталях у Кейси, по-моему, в каждом сезоне виден. Например, в первом сезоне у нее были потрясающие два элемента, а именно это Nike со стразами и сумочка с кроликами от Андреаса Галларда. Во втором сезоне очень много вещей у Кейси появляется от Москина, также есть какие-то узнаваемые бренды, например, тот же Марк Джейкобс, но такое чувство, что ей все равно не помогают бренды, а она чувства стиля не имеет.
Но она явно та девушка, которой стоит бояться своих желаний, ведь они исполняются. Когда я смотрела эпизод со свадьбой, вот не так давно вышедший, мне вспомнился ее образ из первого сезона, когда она появляется на хэллоуинской вечеринке. Она тогда оделась как Алабама, персонаж фильма «Реальная любовь» 1993 года. Тогда девушка влюбляется в парня, весьма по факту жестокого, и это не самый лучший был ее выбор, как минимум. Точно так же выходит у Кейси. Она выбрала, не того человека, от которого она хотела добиться, чего ей было нужно. Но непонятно, на самом деле, что вот к третьему сезону случилось с Нейтом, какую Кейси сделала ему лоботомию, ведь мы видим уже не того парня, который чуть что мог замахнуться или придушить, а она здесь сделала из него настоящего подкаблучника, который, естественно, покупает ей Cartier. Cartier, кстати, выделили бриллиантовую парюру для свадьбы Кейси стоимостью $500 000. Эта девушка действительно должна увешаться всем, чем угодно. И как ее выбор украшений, так и свадебное платье об этом просто кричат. Свадебное платье, кстати, разрабатывалось Джексоном Витерхофтом. Он известен уже своими корсетами, и здесь, естественно, корсет тоже должен был появиться на Кейси. На ней, на самом деле, все, что угодно, потому что это Кейси, это ее образ, и она, как обезьяна, должна была натянуть все, потому что здесь мы видим у нее и стразы, и какой-то шлейф безумный, и тюль, по-моему, 150 метров тюля было использовано для этого образа. В общем, все, что могла притянуть к себе Кейси, особенно выглядеть эффектно на фоне этих цветов за $50 000, она это нашла и воплотила. Конечно, мы и так уже все знаем, что эти цветы за 50 000 были куплены Нейтом, а не ее работе на OnlyFans, слава богу. Но, конечно, зная персонажа Кейси, я думаю, никого не удивило развитие этого персонажа и ее попытки стать инфлюенсером, и попытки делать для этого все, что угодно. В частности, я не буду упоминать тот образ с Оской, который вызвал шквал критики, но я должна сказать про тот корсет, в котором мы видим ее, когда она изображает собачку и пьет из миски. Этот корсет из коллекции нижнего белья самой Сидни Свини, и на сайте можно приобрести, если уж так захочется. Кстати, одежда у нее не так, чтобы сильно дорогая, но она очень красивая. Естественно, Сидни Свини, я думаю, не могла не воспользоваться таким ажиотажем, который мог вызвать и вызвал ее персонаж. И раз уже упомянула Нейта, скажу несколько слов и о нем, ведь в первых 2 сезонах мы видели этого парня как очень жестокого, но занимающегося спортом. Не будем разбирать его там психологический характер, но скажу, что да, тогда он был виден в каких-то спортивных брендах из разряда Nike и Adidas, и это все на нем смотрелось весьма гармонично. Но между 2 и 3 сезоном прошло 5 лет, и за это время Элорди стал одним из самых востребованных актеров. Можно к нему по-разному относиться, но большинство девочек его очень любят, я не отношусь к их числу, но, тем не менее, он уже сыграл у довольно известных режиссеров, и, например, это София Коппола, которая, кстати, его в «Эйфории», по-моему, и увидела, и решила сделать Элвисом, а также недавно у Гильермо Дель Торо, да и, в принципе, «Грозовой перевал» с Марго Робби наделал ажиотажа. Но теперь, кроме популярности и известности, у него есть контракт с Bottega Veneta. И поэтому он здесь появляется в брендах, в этом бренде, и смотрится иногда весьма очень странно. Конечно, Нейт, как и Кейси, пытаются всегда показать картинку. Здесь они продолжают ее показывать, но это выглядит весьма странно. Ведь здесь герой Джейкоба Элорди появляется в рубашке, которая, во-первых, была на показе на Кейт Мосс, и она стоит более $4500. И,
парень, у которого проблемы на работе, вряд ли может себе позволить такую рубашку. Ну, ладно, как бы это фантазии. Здесь художница по костюмам так же, как и предыдущие, уходит от реалистичности. Но даже когда мы видим его портфель от Bottega Veneta, это вызывает вопросы. С другой стороны, когда он рассказывает Кейси, что он сейчас вкладывает в себя, эта фраза, в принципе, и оправдывает такие дорогие покупки. Но, честно, опять-таки возникает вопрос про лоботомию. Неужели Нейт первого сезона мог надеть женскую рубашку? И уже, чтобы закрыть вопрос, во-первых, про эту семью, а во-вторых, упомянуть про одного из актеров, ушедшего из жизни, я должна сказать про актера Эрика Дейна, который играл отца Нейта. Его, к сожалению, не стало в этом году, так как у него, по-моему, год назад диагностировали боковой амиотрофический склероз, и на протяжении съемок своих последних он даже периодически садился в инвалидное кресло. Здесь мы видим, что он чаще всего сидел, его речь была замедленная, и он потому играет постоянно пьяного, но, к сожалению, этому способствовало такое трагическое событие. Второй же актер, которого не стало, но который по факту был единственным гринфлагом, насколько это возможно в сериале «Эйфория», это актер, играющий Феска, Агнус Клаус. Его не стало в возрасте 25 лет, и, к сожалению, от того, что как раз и обсуждается, и является причиной многих проблем в сериале «Эйфория». Он изначально не был актером, и это его была первая роль. Он потом еще, по-моему, в каких-то проектах участвовал, но, к сожалению, не смог справиться со своей зависимостью. Но должна упомянуть, что одежду, которую мы видим на нем в сериале, он периодически приносил из своего гардероба. И мне очень нравились вот эти вот полоски, потому что они намекали как раз на тот фокус, вернее, расфокус сознания, когда то, чем он занимается, может действовать на мозг. Он был тем парнем, который, с одной стороны, был очень хорошим, но с другой стороны, он был тем, у кого можно было приобрести то самое негативное влияние на мозг, если вы понимаете, о чем я. Но странным образом почему-то его персонаж живет в сериале. Создатели «Эйфории» решили, что, так как его в конце второго сезона арестовали, мы просто его посадим на 30 лет. Тем не менее, периодически упоминания о нем возникают, и мало того, мы видели уже, как Ру вроде как говорила с ним по телефону. И вполне возможно, что его голос мы даже услышим, скорее всего, благодаря воссозданию с помощью ИИ, когда наконец-то Лекса решит с ним поговорить. Но действительно ли это этично делать подобные шаги даже для создателей «Эйфории»? Мне, честно говоря, кажется, что это too much. Но, чтобы не оставлять этого неприятного осадка, я решила оставить разбор образов своих двух любимых героинь напоследок. И первая – это Лекси Ховард. Персонаж Мод Апатоу выделяется на фоне других своим интеллектом и чувством юмора. Но ничто человеческое ей не чуждо, она ходит на вечеринки и общается с друзьями. Правда, не пытаясь, как остальные участницы этого сериала, выглядеть ярко и завоевывать внимание мужчин благодаря своему внешнему виду. Да, в какой-то момент, как мы видим из флешбеков, она даже пробует более яркий макияж, ее красит Мэдди, но тем не менее, это не ее история, и часто мы ее видим максимум с накрашенными ресничками и с подведенными губами красной помадой или каких-то других бордовых оттенков. Но при этом она является весьма стильной барышней. Она не стремится благодаря своему внешнему виду найти парня, как это делают другие. И тем не менее, да, она находит какие-то предпосылки к романтическим отношениям в период общения с Феско, что мы видели в конце второго сезона, но эта линия, как мы понимаем, не будет иметь какого-то положительного финала.
Тем не менее, если в первых двух сезонах мы ее видели, например, в платье от Миу Миу или сумкой от Курежа, то здесь уже в третьем сезоне, когда она получает, в принципе, должность, которую она хотела, она начинает работать в Лос-Анджелесе, она уже причастна к созданию телешоу, фильмов, сериалов, она здесь выбирает одежду, которая подчеркивает ее, ну, скорее выбор правильного потребления фэшена. Скорее всего, у нее очень много винтажной одежды. Она при этом выглядит очень хорошо. Я полюбила Лекси просто всем сердцем. Очень надеюсь, что у этого персонажа как раз все будет хорошо и правильно, но не меньше мне понравилась эпизодическая героиня, которую играет Кэтрин Нардучи. Это бабушка Феска, и ее историю мы видим на самом деле несколько минут, но за эти несколько минут мы понимаем, насколько это была фатальная, властная, сильная женщина, которая научила всему, что она знала, двух мальчишек. Ее одежда такая же кричащая и бескомпромиссная, как и сама героиня. Она носит татуировки, у нее вся одежда облегающая, она при этом выглядит немножко как Долли Партон. У нее есть немножко этого ковбойского стиля, который украшают как заклепки на рубашке, так и роликсы. В какой-то момент она даже напоминает героиню Джины Роулинс в фильме «Глория» 1980 года. Квинтэссенцией всего ее образа является синий костюм двойка, где на жакете сзади написано «Слово Божье» и «Воля Божья». Это фантастическая история, эта надпись вышита. Она, мне кажется, говорит больше о персонаже, чем могли бы рассказать даже несколько серий. Ну, наверное, сегодня про эйфорию все. Мне кажется, уже упомянула все, что хотела. Может быть, что-то и нет. Ну, так уже сложилось. И так выпуск получился довольно объемным и длинным. Надеюсь, вам понравилось. В следующем эпизоде мы будем обсуждать «Дьявол носит Прада 2». Я уже жду этого эпизода сама. А вам спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, если еще не подписались. Это помогает продвижению. Что ж, до встречи на следующей неделе. Пока!